рассказывайте, если что можно рассказать, почему больница, как себя чувствуете и какие есть сейчас вопросы. Ну, в общем, последние 1,5 недели, то, что я там еле-еле до магазина мог дойти, очень так зажало у меня ноги, деревянные были, потому что, ну, кишечник уже не работал так. Вот, и Что сестра значит не начала работал волноваться. кишечник? Нет, кишечник сам, толстый кишечник работал, потому что когда я брал, скажем, сок огурца, ну, делал шаг про шалану, да, вот именно рассолом, то я не успевал добежать до туалета, то есть толстый кишечник работает у меня до сих пор как пушка. И, извиняюсь, давайте сразу не вводить людей в заблуждение. Для того, чтобы сработало то, что вы называете толстый кишечник, там работает желчь, там все работает. И нервное управление, симпатическое, парасимпатическое, метасимпатическое, четвертая нервная система. То есть, ну давайте, иначе, извиняюсь, из ваших слов сейчас понятно, как будто что у вас только сигмовидная прямая работала, а все остальное там вообще непонятно что. Так, все, это срабатывало. Да. Хорошо. А что волновало? Что именно вот последнее, вы говорите, время? Вот сейчас, наверное, заметили, я говорил, и вот сидя или лежа, мне уже было тяжело дышать. То есть брюшина начала так отекать, что от половых органов до желудка. Вам Ну, поставили все. диагноз асцит. Извиняюсь, что поскольку у нас мало времени, да, давайте это. Вы сказали там скопление жидкости, но если открыть интернет, это и есть асцит. На самом деле, вы прекрасно понимаете, что посмотрите внимательно на мужиков там разных, да и на женщин в возрасте, да, которые находятся уже в глубочайшем хронически отравленном состоянии, у них у всех асцит есть в той или иной мере. Они также отекают, как вы. Они вот выглядят еще хуже, чем вы, представьте да, себе. Бывает даже такое. Вы просто, сейчас, конечно, все будут спрашивать, ну, такие вот, если вдруг кто-то залетит, а почему этот мальчик, парень, так резко постарел? Да, хорошо, в 60, в 70 лет асцит, это замечательно, это только мы приветствуем его, да? А что такое, да? И позвольте, если можно, я тогда скажу, что вчера я посмотрел каждый новый диагноз, да, не буду скрывать, что я все в голове не держу, стал изучать эту тему. И, кстати, она оказалась совершенно нужной сейчас к теме именно интоксикации, хронического токсикоза, точнее, да. Интоксикация – это интоксик, то есть вхождение, все-таки это процесс самого заражения, так там, интоксикация, а токсикоз – это состояние. И он не только у беременных, и, к счастью, все-таки сейчас уже интернет дает, и ну, наука пусть будет, да, что это не это общее, это не только про беременных. Так вот, значит, лишняя жидкость, почему она может проникать в брюшину? Друзья, я так же, как и вы, вот беру Google, там, да, неважно, Яндекс, да, что хотите. Вот просто читаю, что пишут на эту тему различные медицинские ресурсы. Сейчас как бы это все. И Глеб, наверное, это читал. Например, мы вчера с вами увидели, что есть два основных механизма. Да? Значит, скопление брюшной полости – это асцит. Так, не возникает само по себе, это всегда проявление какого-либо заболевания. Так? Они пишут нам, ввод брюшины, да, жидкость в желудке, жидкость в кишечнике, врачи так иногда говорят, да, вот они вам, значит, рассказывают. Так, и вчера мы увидели, что две распространенные причины. Сердечная недостаточность при патологии в печени, две другие распространенные причины, сердечная недостаточность и онкологические заболевания. Давайте сразу скажем, мы онкологизацию с Глебом, я посмотрел, ну вот, ну никак. Никак, более того, даже онкоклетка
ну, вообще не находится. То есть, ну, человек же себя загнал чистками, не видите, что ли? Вот. А вот сердечная недостаточность, она в той или иной мере есть обязательно. Это видно, да. И патология печени, точнее, не справляется печень. И это тоже есть. И я это тоже увидел. И это совершенно, еще раз, мы проблемы вот похожие, мы видим повально у стариков. Ну, у них есть уже невозможность дальше тянуть вот это вот хроническое отравленное состояние. Что же вот, я сейчас, вы, Глеб, сейчас будете задавать вопросы, я просто к чему веду. Вы сейчас скажете, так подождите, ну он же уже, ну, уважаемый Глеб, столько лет, я не знаю, сейчас вы скажете сколько, ну много достаточно, да, занимается собой и выходит активно из хронически отравленного состояния. А почему у него, да, вот это вот очень важный момент, на котором нас все время будут ловить. Ну вот давайте просто я рамочкой, да, сейчас посмотрю у Глеба, ну еще раз на всякий случай. Очищение превалирует, вот за последний месяц очищение превалирует над загрязнением. За последний год превалирует. Но Глеб приходил на консультации, он знает, что ну, мы недавно проводили замеры, то есть по замерам движемся из вот этого хронически отравленного состояния, как колодец, да, в который мы летели. Но в последнее время, Глеб, да, позвольте мне отметить, мы с вами увидели, что движемся не быстро. То есть вы себя чувствуете хуже, делаете, я не знаю, что вы проделываете с собой, это надо вот вас отдельно пытать, потому что вы экспериментатор еще тот. Давайте честно скажем, что эффективность этого, она не та, которую вы все-таки, скорее всего, ожидали. Вот. А функциональность ваших органов, особенно которые отвечают за фильтрацию, за детокс, они вот, ну, налицо плохо. И здесь, вы знаете, ну вы у меня первый, у кого вот в результате чисток именно, скажем так, они вышли на скопление именно жидкости активное. Скажем так, в какой-то мере оно обязательно там происходит, да? Чаще я вам скажу, что это спазмы, это венозный стаз, лимфостаз, и нарушение, ну, нарушение трофики и нарушение иннервации. Вот чтобы там было именно, ну, явный такой острый, ну, достаточно острое состояние по скоплению жидкости, то есть асцит, да, я вот, ну, вы у меня первый, поэтому на вас мы будем сейчас эту тему вот отрабатывать. А вот тогда сразу вопрос. Да. Сразу. Дело в том, что предшествовало этому всему где-то месяц воспаления лимфоузла, ну, о котором я рассказывал. То есть я лечился напомните, где лимфоузел? Какой? Паховый? Паховый лимфоузел, которым я когда-то на уроке физкультуры в школе ударился, опухло, поболело, ну, в 16 лет быстро прошло. А сейчас, как не вот прошло, началось... Не прошло, стойте. Вот это вот камень преткновения. Ударился копчиком, все прошло, через 10 лет продуло, болит копчик. Не прошло. Что значит не прошло? Это значит, что там остались метаболиты, разложения. Это значит, что там есть все равно спазм. Это значит, что система конденсированного опыта, а возможно, тонкоплановое на уровне эфира могло не пройти. Но боли нету. Ну и что? Она потом, боль это всего лишь сигнал. Вот это очень важный момент. Я вас услышал. У меня тоже такое было. Вот именно, вроде это было там когда-то, вроде вот где-то ударился, чего-то, а потом только, да, ты вскрываешь это как место уязвимости. Это поправимо. Просто извините, что я вас прервал, иначе вот у людей здесь, ну вот, такая безнадега может быть, да, что... Так, лимфоузел уже у вас был не в порядке,
он не был приведен в порядок. Так, напомните мне, пожалуйста, с какой стороны паховый лимфоузел у вас? Правый. Справа, да, приходит мне. Давайте сейчас еще раз пересмотрим. Правый лимфоузел у Глеба, переполюсовки нету. Вообще степень свободы от воспаления по вот этому лимфоузлу, сейчас я просто посмотрю, если можно, 90% нету, 80%, 70% нету, 50, 40, да что ж такое, 30, 25, 26, 27. Слушайте, ну там заниматься и заниматься этим узлом. Что-то там как бы мы с ним. А вы поймите, что лимфоузел не дает нормально, он задерживает, он нарушает ток, и получается, что идет, по сути, как бы такое застойное явление, то есть нету нормальной дренажной вот этой функции. И наворотную вену. Нет, своротная вена, я сейчас дойду до нее. У вас там и проблемы с своротной веной, и не только у вас, она у всех в той или иной мере. Вот этот лимфоузел, он тут у нас подставляет, конечно, потому что у меня у самого вот справа, и, кстати, и слева, и справа, и особенно у меня как бы при бубонной чуме в детстве были узлы. Они о чем говорили? О том, что на перегрузка идет по кишечнику, токсическая, и это все стоит кишечник, стоит, и он не дает нормально пройти. Поэтому вот я прошу прощения, сейчас я дочитаю то, что вот здесь. Пишут, самая распространенная причина этого состояния, ну, это цирроз печени. Ну, это одна из причин. Понятно, что печенка здесь у Глеба, она не справляется, но это по Глебу видно просто потому, как он выглядит. Значит, дальше снижение, второе, значит, одна из главных причин, портальная, теперь вот давайте поточнее, вот это очень важно. Первая причина теперь, да, как бы вот раскрывается, портальная гипертензия, вот выдавливание этой жидкости, гипертензия это как бы выдавливание там, ну, повышенное давление. Где именно? В воротной вене. Ребята, она у большинства сдавлена. Я это измеряю. Агулов. Хоть Агулов питается не тем и выглядит ужасно. Ну, вы с Анной Ларкин сравните просто, да? То есть она как дочка ему, если не внучка. И как бы, но, черт возьми, ну вот он все время правильно вам, все время нам показывает, что при любых вот болезнях и при этом дают облегчение правка живота, потому что там даже на чистках, на выходе из хронически отравленного состояния, там еще сильнее может быть все спазмировано, воспаление. Одно дело, оно все у вас сидело в клетках, оно сидело там где-то в соединительной ткани. А другое дело, вы начали генеральную уборку, точнее, ваш организм ее вообще-то начал. Вы ее можете подбадривать, да? Вы можете ее сдерживать, вообще-то организм сам ее ведет. Вот, если давать ему возможность, особенно в молодом возрасте. Так, возвращаясь, вот это очень важно. Еще раз, портальное повышенное давление в воротной вене, она собирает кровь от непарных органов брюшной полости. Это как раз все самое токсическое. Значит, и селезенка туда, и кишечник входит, непарных органов, не почки, например, да, не надпочечники. Вот прежде всего из кишечника в этот сосуд идет. Есть опыты, собакам, если зажимают воротную вену, мы учились даже, я до сих пор это помню, умирают через 9 часов, все, то есть вот, я замеряю, у некоторых функциональность, степень свободы от давления 40 с чем-то процентов, то есть человек полумертвый, ну его, ну как сказать, смотрите, вот я вот так вот могу жить, да, но я буду жить, у меня и голова болит, то есть я буду в гипоксии, я буду в повышенном токсическом состоянии, а жить можно, и живут.
Вот. Итак, это я у Глеба посмотрел и увидел, что да, она есть. Но причины там могут быть механические, токсические, то есть вплоть до, у кого-то может быть и даже инфекционные. Ну, там вот у Глеба там нет инфекционного. Сейчас я просто посмотрю даже. Вообще у Глеба лимфа кишечника инфекции как таковой нету. По воротной вене, конечно, инфекции нету. Еще раз поймите, лимфоузлы увеличены, это не значит, что там прямо развивается инфекция. Это уже слишком. У меня они сейчас немножко увеличены в паховой области. У меня никакой инфекции не развивается там. У меня просто там засор все равно происходит. Засор, у нас, еще раз напоминаю, ударяем молотком в палец, вот, и там воспаление. И лимфоузел, кстати, будут увеличены тоже и болезненные, потому что от пальца это все теперь надо отводить. Почему надо не холод, ну пока кровь, холод может быть чуть-чуть, а вообще тепло. Так надо теперь как-то все это провоцировать, отводить. Ладно, прошу прощения, Глеб, что сейчас я вам дам сказать, но просто хочу вот этот второй пункт не потерять, что второй важный механизм развития асцита – снижение в крови уровня белков альбуминов. Я не увидел у вас именно снижение белков альбуминов, но онкотическое давление удерживает жидкость в сосудах. При падении белка в плазме жидкость устремляется в ткани полости тела, возникают отеки, асцит, гидроторакс. Так. А такое состояние развивается при патологиях печени, потому что она якобы там, ну, она вот альбумины, там, да, нарушение функции почек, они есть у Глеба тоже, и они у всех есть, кто у меня на очищение, у всех. Изменяется функциональность вообще фильтрационных органов и селезенки, и почек, и печени, прежде всего, да, и кишечник здесь тоже начинает спазмироваться, да, и реагировать. Еще раз, напомните, Глеб, мы вчера с вами вот смотрели, я сказал, что у нас есть то есть снижение онкотического давления в крови есть, да, было. Давайте прямо сейчас посмотрим. Вот. И вот нехватка белков альбуминов я не вижу здесь такое у вас. А вот снижение онкотического давления, оно есть и сейчас. Ну, вы поэтому вот так вообще, да. То есть оно в воротной вене повышенное, а в русле гипотония. Но у меня у самого меня укладывает иногда. Понятно, что у меня гипотония, да, то есть это видно и по вот упавшим таким подглазникам. Вот. Кстати, и по Агулову это видно. И вот токсикоз, вообще жуткий токсикоз Агулова, это что-то. Ну, а с другой стороны, спасибо ему, что он все это вот все время не выходит из поля. Агулов живот, живот, живот. Вот, я прошу прощения, еще пишут злокачественные опухоли. Нет, не случай Глеба, чаще всего рак яичников, молочной железы, та-та-та-та-та. Еще вот говорят, могут быть хронические панкреатиты. Посмотрел, ни панкреатита, ни проблемы именно щитовидки, туберкулез, воспаление брюшины. Ну, что значит воспаление? Оно здесь в каком-то смысле, оно не инфекционного перитонита. Перитонита нету. Ну вот, ну не идет здесь на перитонит. Вот. Все, извиняюсь, вот мы прошлись по вот этому, освежили. Значит, рассказывайте, какие у вас вопросы, что нужно уточнить. Ну, сейчас уже, в принципе, вопросов уже меньше становится, я хотя бы понимаю, ну, что чего, куда у меня чего давит, потому что, ну, даже вот сейчас сижу и говорить, да, так воздух, но у меня был главный вопрос, почему у меня вообще на вот этом моем пищевом взаимодействии, да, началось воспаление в лимфузле ну, именно, то есть там боль такая была, что как будто вот раскаленным железом
Сразу, прикладываете? я не знаю ваше пищевое взаимодействие. Поймите, кстати, по поводу того, что тяжело говорить. Ну, я рад, если кто-то не замечает, но мне вообще-то самому тяжело проводить вебинары. Даже сейчас вот я уже вижу, что меня надолго сейчас не хватит. Я прекрасно понимаю, просто у вас посильнее это состояние. Мы похожи сейчас в состоянии с вами, Глеб, как это ни странно, хоть я и не в больнице. Но у меня свои провокации, плюс как бы, то есть вот то, что вы описываете, такая вот гипотония, да, и то есть, ну, я загаром скрываю это все, а на самом деле вот как бы вот, поэтому у вас, да, и вот этот момент, вы упомянули при моем пищевом взаимодействии. Вот это все время наша ошибка, и моих друзей, и все, что я слышу от различных блогеров и врачей, они все время вот начинают проводить слишком прямую параллель. Пищевое ваше взаимодействие, оно больше всего оно может позволять организму что-то делать. Почему вы не допускаете, ни вы, и другие, да, что не сама пища там что-то устроила, а всего лишь, например, человек вообще убрал пищу и начал пить много воды, там, да, с солью. И ему, кстати, становится некоторым плохо. Почему? Я подозреваю, из-за этого у нас есть такие так называемые автономы, которые убрали и воду. Они не договаривают, либо кто-то там честно и говорил, как Изелевич, что я от этой воды там опухаю, да, плохо человеку. Это дело не в том, что какая-то там пища, а в том, что мы позволили организму подсветить, точнее скрыть вот эти столько проблем, и мы не справляемся с этим. То есть генеральная уборка, столько мусора пошло, что просто мы задыхаемся примерно. Поэтому я бы не стал сразу здесь винить именно пищевое взаимодействие. Ну, надо, я прошу прощения, вы можете уточнить, что именно у вас вот было, что там, насколько вы себя провоцировали и в каком климате вы были? Ну, насколько я понимаю, вы не в жарком климате, да? То Ну, есть, в практически принципе... питерский. Понятно. Ну, Ну, это по сути, климат, чтобы болеть простудными заболеваниями. да. Так вот, ну, а взаимодействие было такое, то есть литра до 3 слабой такой минералки в день, рассол каждый день, Рассол литра каждый 2. день. Глеб, остановитесь. Вы знаете, что я сейчас пью сок арбуза только с укропом и с кинзой. По-вьетнамски нго. Нго. Все, я выучил вот нго. Я даже убрал лук. Лук. Настолько у меня сразу идут отеки. У меня ноги, у меня и сейчас они отекают. Мне делали маленькую операцию там на ноги. Врач попался, ну вообще там очень интересно, да, с меня взяли в 2 раза больше, чем с моих знакомых. Ну я потом это узнал. Я уже лежа это сказал, ну я рассказывал эту историю. И я вот как бы, ну не спорил, а как бы шутил очень много на эту тему. Я его даже спросил, а вы случайно это не расизм? А? Вот, кстати, во Вьетнаме расизм, я реально ощутил, что такое расизм. Потому что не только я, вот реально. Да, это очень нехорошо. Вот когда ты становишься, ну, как бы жертвой, это игра такая расизма, реально расизм, тебя реально все время обслуживают последние, вот реально. То есть, ну, они так вот странно воспитаны или это не воспитаны, непонятно. Вот реально каждый день. Они рады мне, но если вдруг появляется вьетнамец, они обязательно будут сразу меня бросают и сразу бегут ему вот с ним. То есть как будто беспомощные дети, а ты как бы, ты взрослый, ты постой. Вот, ну, дело не в этом. Вернемся к тому, что, прошу прощения, что ушел в сторону. Так вот, я вам хочу сказать, что вы вот так легко говорите, там 3 литра слабой минералки. А минералка, она провоцирует все-таки, она провоцирует не как третья фаза, вот это вот. Она, вы знаете, я это очень хорошо ощутил, когда спасался, ну это шутка, конечно, когда мы бежали из территории
вообще просто, которые, да, ну, какая-то там, тут куда-то что-то нарисовал на карте. Мы вот прыгали по этой карте, да, тоже баловались, так сказать, отрывались. И вот в тот момент, ну, было у меня такое состояние, я в поезде ехал, я еду не взял, ну, какое там, некогда, какие соки. Я стал пить много минералки. Но меня так это, меня прочистило, что как бы, вы знаете, я вот сейчас даже так, то есть это все очень, это так кажется, что это так все как бы безобидно. Но профессор Бахменгеленш не зря этой минералкой, точнее он, вода плюс соль, там опять все не видят соль, хотя там есть соль, но все видят только воду. Не-не-не, он именно применял вода плюс соль. И не просто вода, которая и так минерализована, плюс еще соль. Так вот, и даже на этом у него эти американцы, я напоминаю, в этой книге 11 литров. Да, ну понятно, более полные, все. Вы про какие-то 3, но минеральные, да, это уже, да. Плюс вы так легко вот упомянули рассолы. Я вот Мгм. я вот попытался тут огурцы сделать. Ну, вы знаете, что-то не то, э, и с огурцами что-то не то, их обрабатывают, либо что-то. Это заметно, если вы не в воде делаете, а в собственном соку. Там вот заметно, Мгм. что что-то как-то, ну, что-то ненатурально. А второй момент, ну, отеки, все как бы. Да я вам говорю, я просто головку чеснока даже боюсь пожевать сейчас. А вы так легко. Ой, рассолы. Да вы что? Да вы поймите, что для нас с вами, Глеб, еще раз вам говорю, мы похожи сейчас с вами, мы почти щека к щеке, как две машины, да? Мы с той же почти там скоростью идем. А, вам кажется, что как будто это дуальность. Вот Андрей, он вроде ничего, а Глеб что-то плохо. Там, а у кого-то наоборот, там, да, что-то Андрей сегодня плохо, а Глеб как всегда. То есть, ну, это все сравнение. А по сути, я своим друзьям сейчас, да, и знакомым, со мной общаются люди. Я все время показываю, окститесь, уберите вы этот фашизм. Потому что фашизм во всем, он вот даже в здоровье. У нас клетки одинаковые, законы одни, законы вот бытия, алгоритмы, это боги, всякие перуны, это все алгоритмы. Да они такие же. И у Лапшинова изначально все, и у вас такие же клетки могут быть. Но просто надо дать возможность телу. И там будет больше кремния, все правильно. У него кремния больше, потому что у нас кроме органики, у нас есть кремний и органика. Я об этом говорил. Я согласен, что он более кремнистый. И я больше кремнистый стал. И что тут такого? Это не эволюция. Это просто, ну как вам сказать, была зигота, ее портили, ну ладно. Она родился ребенок, так его вообще как бы довели, да? Но это не вот хорошо, с этим нам ясно. Но вот просто чтобы здесь не для того, чтобы ободрить Глеба и не для того, чтобы быть в ваших глазах там вот, пожалейте меня. Но мы очень, очень похожи. Просто, ну, свои вот эти индивидуальные моменты. Я тоже удивлен, Глеб, именно острой ситуации, именно по асциту у вас. У меня не готов вот сейчас просто такой ответ, почему вот у вас это пошло на уровне физического, на уровне физики. То есть нет, я вижу, что у нас причины, две основные причины, я вам сказал, да, то есть у вас достаточно остро. Плюс то, что, кстати, застой идет по лимфоузлу, это тоже здесь все подставило, понимаете? Сочетание факторов. Смотрите, я сегодня готовился, когда к выступлению, я знал, что мне, ну, образно говоря, сейчас в шутку,
сейчас я процитирую вам один момент. У меня была выписана одна цитата. Она сейчас, возможно, поможет вам. Так, не забываем про книгу жизни. Я сам сейчас ее открываю. Тут есть такой вот у меня файл. Я сейчас вам скажу кое-что. Том 36. Я специально. Страница 550. То есть это реально, я даже посмотрел, как это написано там, ну, просканировано. Черпать обеими руками хорошее из-за границы. Советская власть плюс прусский порядок железных дорог плюс американская техника и организация трестов плюс американское народное образование равно социализм. Это Ленин. Еще раз вам, да, тут советская власть, дальше идет прусский порядок дорог, американская техника и американское народное образование. Я к чему вам говорю? Вы не ожидали, что социализм, оказывается, это американская плюс прусская и какая-то там советская власть. А если начать копаться, то там что-то там и китайщина какая-то, и азиатщина, и... к чему бы это я, да? Дело не в политике, а о том, что, казалось бы, социализм чуть ли вот не зародился в Петербурге, там, да, ничего подобного. Ленина готовили в Швейцарии, там, оказывается, брать все надо за границей. Вот здесь то же самое. То есть вот этот асцит, там, начинаем копаться, да там и американская, там и прусская, там и азиатчина, и обсуждаем все, как будто это вот замкнуто, то есть вот как в социалистическом кружке, вот в каком-нибудь, знаете, там собрались в партсобрании, и вот мы сейчас будем строить социализм. Нет, вот Ленин говорит, что, оказывается, и так вот здесь то же самое, факторы совершенно неожиданно с разных сторон, да, и, ну, в них, конечно, можно покопаться, но из них нужно выходить. Вот. Рассказывайте, что вам вообще делают, на что вы пошли, то есть какие-то лекарства, просто интересно, да, что вы... Сейчас, одну минуту. Так. Ну, кроме диуретиков мне пока ничего не давали. Ну, синтетические диуретики, то есть вы Да, применяете... ну, достаточно сильные, раздражают мочеточники и... Ну, это в первый день... стимуляция выделительных систем. Мы с вами, ну, я прошу прощения, да, надо вовремя... Я почему, извиняюсь, я прерываю, я уже 100 раз повторял. Ребята, во-первых, снижаем провокацию, во-вторых, мягко стимулируем выделительные системы, мягенько. Не ждите, пока это будет делать врачи. Ну, врачи просто делают уже как бы то же самое, только очень нехорошо. Знаете, да, что, ну, это тоже какие-то анекдоты есть, то есть вот, ну да, вот те же, ну, это, ну, вот, как бы, это опять вот из той серии, что вода это плохо, соль это белая смерть. В конце концов, бабуля вызывает скорую, она вкалывает воду и белую смерть. И становится легче, она говорит, капельницы так помогают, так помогают. Ну вот как бы вот здесь вот тоже похоже. Вот, поэтому давайте я вас еще, пока к вам не пришел кто-то, я хочу еще вам посмотреть, какие есть причины на тонком плане, да, потому что это мы просто увидели, что да, вот есть то, что, скорее всего, дело не в пище, в которой вы наели. Я думаю, что это не отравление экзогенное, это эндогенное отравление. Мы как раз сегодня должна была быть тема отравления, да, вот мы сейчас с вами ее и прорабатываем вместе. И четко мы знаем, что эндогенное, да, кому это термин непонятен, пожалуйста, посмотрите. Это то, что идет как бы изнутри.
И токсикозы беременных, кстати, это не что иное, как прежде всего, собственно, эндогенное. Ну, а не то, что плод, да, англичанка нагадила. Да? Вот, значит, нет, ну то, что там и сейчас пишут, что токсикозы из-за того, что идут несовместимости. Ну послушайте, когда такая мерзкая плацента, которая уже нарушена полупроницаемость там, да, естественно, там будет, ну, черти знает что. И я вас больше скажу, что гематоэнцефалический барьер, кого не возьму, нарушен. Значит, иммунные клетки видят клетки мозга. Значит, есть аутоиммунизация по клеткам мозга. Почему всем так помогают препараты Пропротен? Извиняюсь за рекламу. Это гомеопатический препарат. Что там записано? Антитела к клеткам мозга. Легче становится. Все вот эти первостольники, они называются вообще, вот я, да, фармацевтический как бы человек, кто работает в аптеках, это первостольники, они все сидят на анксиолитиках в основном. Ну, сейчас скажут, не все, сейчас будут там бастовать. Послушайте, вот с кем не говорю, все сидят. Хорошо, если не на антидепрессантах. Вот. К чему я? К тому, что эти все процессы, к сожалению, есть. Так, давайте по Глебу посмотрим, если вот смотрю рамка просто, да, ну она ниже. Ну давайте я опущу, может быть, как-то, чтобы вот было видно, что... Давайте посмотрим с вами, что там у вас вообще вот эта вся ситуация, насколько она сейчас, что это за игра и как она сейчас для вас, как вам из нее выйти. Ну, как, точнее, если вы хотите из нее выйти, конечно же, да, вы же понимаете, что это важный момент. Еще раз напоминаю, да, когда я очень сильно был травмирован недавно, меня вот совершенно на автомате, я убежал с места, где меня должны были вообще в больницу увозить. Уехал даже на велосипеде. У меня сработало закрывать это как можно быстрее. И я закрыл это. Я восстановился, все полностью, да, и я вообще вот сейчас бы не вспомнил. Иначе игра могла пойти совсем по-другому и надолго, понимаете, да, как это работает? Задним числом, задним. Нету прошлого, настоящего, вот это будущего. Есть момент, есть состояние. Даже я начал наконец-то понимать, что реально состояние, материя нереальна моя, это представление считываемое, а вот состояние, это как раз реальный, это вот самое то. Программы реальны, да, у них есть это. То есть вот этот перевертыш сознания я называю еще космическим там. Он есть у Карловой, послушайте ее, у Лапшинова есть, а вот у некоторых их учеников нету, проверено. Вот, хорошо. Значит, по Глебу я смотрю просто, чтобы дать какие-то подсказки. Значит, если вот эта вся ситуация с вот с так называемым асцитом, да, он есть и сейчас. Если какой-то блок есть, ну, естественно, он ментальный, это не эмоциональный, это ментальный, но не каузальный. Глеб, горе от ума. Вот ментальный блок, и он прямо сейчас светится. Давай, сейчас, чтобы экономить время, если захотите и никто не придет, мы туда можем с вами погрузиться. Если вы позволите, я хотя бы просто про этот блок что-то вам скажу больше. Хотя бы вводные слова. Потому что все спрашивают, что с этим делать, что с этим делать. Да вы просто туда посвятите ваше внимание, вашу благодарность. Не надо его, не надо там ничего страдать, не надо что-то с этим делать, годами ходить. Хотите, открывайте эту игру, можете с этим блоком работать 20 лет, а можете просто с ним разойтись, отпустить. Вот, как хотите. Но моя задача, чтобы вы это прочувствовали, состояние, да, а не то, чтобы вас убедить, есть это или нет. То есть это только если есть отклик. Давайте с вами посмотрим вот то, что я вижу как этот блок.
о чем он вообще, да, вот конкретно, и почему это еще до сих пор светится. Что мне приходит, связано ли это не личная жизнь. Вы знаете, у меня почему-то сразу приходит, там у меня сразу пришло папа, ну не то чтобы сам папа, а канал. То есть по каналу отца почему-то, не по матери, не по верхнему, ну то есть не душевная, вот, а вот и родовая. И родовая отца. Это сейчас не имеет отношения конкретно к личностям. Мы сейчас просто говорим, что программа связана вот с этим каналом. Может быть, уже сейчас или потом вам уже начнет что-то приходить. Могу подсказать, если, опять же, позволите, ну вот на консультациях, честно, да, у нас немного времени, и мы иногда просто вот самые опорные даем пункты, чтобы человек дальше это раскрывалось. У нас нет задачи, чтобы Андрей Широков с вами спал, там, ел, как с вами есть, вообще не понимаю. Я не могу разделить с большинством клиентов трапезу, только с Игнатом Тимошенко, если да. Вот. И, значит, как бы важно, что да, вы, образно говоря, побывали. То есть все думают, что вот сходить, не знаю, к проститутке и получить там удовольствие, ничего подобного. Сходить на свидание и жить в этой романтике, и всю жизнь вспоминать это свидание. Вот это, представляете, да? Само свидание было, что там было, может, все неудачно на этом свидании. А потом вспоминаешь всю жизнь и хохочешь там. Нас даже препод нам рассказывала по патологии, говорит, когда ходила на свидание, проблема была в Питере. Какая? Холод, туалет все время хотелось. Вот, ну вот ей уже за 50 было, да, есть что вспомнить. Вот. Здесь то же самое, состояние, то есть важность не вот этого момента механического, а ценность состояния, информационная, да. Так вот, значит, мы сейчас смотрим все-таки, что там по линии папы, что тревожит, вот прямо тревожит, да, прямо, ну, я вот ощущаю это, то есть, когда, ну, точнее, вот считываю, и поймите, и раз оно выходит наружу через какие-то события, это не хорошо, не плохо, но это вот выход. То есть все говорят, давайте выходить из хронически отравленного состояния. Так извините, отравленное состояние, оно и на психике отравленное, оно и информационно отравленное, оно тоже будет выходить, а вы как хотели. Токсины, вот меня даже учил мой препод по духовной жизни. Значит, она мне так и говорила, она так удивлялась, но мне тоже плохо было, как вам, я вот так же выглядел. Она так на меня смотрела, такая, токсины, так это же носители программ, это же, вот она понимала, это же эти, вот как бы выходят вот это твои ментальные, там, к примеру, ментальные твои, вот у кого-то больше страхи эмоционально, а здесь, да, вот оно же должно как-то реализоваться. Вот, и причем оно более больно выходит, чем сильнее все-таки сопротивление. Здесь вот на это тоже надо обратить внимание. Конечно, сопротивление есть и у меня, и у всех. У кого сопротивление меньше, тот вот идет, образно говоря, как Лапшинов, или как Аннет Ларкин, 40 лет. 40 лет она шла там почему-то, и хорошо так пришла. Не довосстановилась, да. Я так понимаю, что она продолжает блокировать, она все-таки чуть-чуть блокирует, чтобы не растрясти. Все-таки там не все так просто, конечно, у нее. Вот, но, скажем так, она закрыла, по крайней мере, само отравление. Так, возвращаемся к Глебу, и что-то сейчас подскажем вам, раз мы уже встретились, начали говорить на эту тему. Что же там тревожит? Какое слово нам приходит? Вы знаете, вот сейчас скажу. Значит, словосочетание такое. Невозможность повлиять на жизнь, а вот когда у вас идет осознание возможности,
вот она сила, сразу хорошо. Это не значит, что вы такой, либо не такой, вы любой. Да, помните нашу формулу. Я какая, я любая. Я какая, я никакая. Мы вообще сейчас не оцениваем. Но мы говорим о том, что у нас в родовой тянет, есть вот это вот, есть эта программа того, что я не влияю, я ничтожество. Раз я ничтожество, то, собственно говоря, значит, мне нужно умереть. Ну, бессознательно же оно же правильно даже срабатывает. То есть, если я ничтожество, вот все как бы надо, все так и будет. Вот, но это образно, да. Но вот честно, вот то, что я сейчас увидел, как вот то, что прямо сейчас вас вот это, вот как только идет вибрация, да, что я могу, ну то есть я влияю, я даже не, здесь слово не контролирую, а влияю, вот влияние, да, влияние. Вы посмотрите потом, по родовой, где там могло быть это, выйдете на кого-нибудь, ну, если хотите, даже могу тоже посмотреть, такой скрининг сейчас быстрый идет, то есть уйти по папе, уйти к дедушке, нет, по папе к его маме уйти, да, к его маме, а дальше можно не идти. Надо посмотреть установки мамы отца. Вспомнить, если вы знакомы с ней, да, если вы общались, прочувствовать, что там могло быть спрятано. Да? Неважно, она, может быть, была очень властной. Человек, который очень властный, вот у меня такая бабушка была, она такая, это травма предательства. Она такая, так, все, давай, я сама. Все, давай. Или в карты играем, так, ну, все, вот всех в дураках оставила, все. То есть последнее слово за мной, все. Это слабость, это не сила. Потом в конечном итоге этот человек скажет, ну, ты мог на меня положиться, ты на меня положился, ну, вот, ну, такие обстоятельства. Там все равно все порушится. Ну, это Лиз Бурбо, правильно же все нам описала. Уже пришли, да? Нет, Да? нет, нет. Раз вы туда посмотрели. Так что, Глеб, вам задание и поработать по метафизике. Потому что блог, поскольку светится, понимаете, я вам его, ну, я вот не сторонник, можно ли его просто там закрыть. Да, все можно, и поработайте сначала сами, потому что все можно, то есть как бы не проблема. Но лучше всего, когда, согласитесь, когда вы сами это себе сделаете. Я шел тоже таким путем. Вначале я все платил, ходил, чтобы мне помогали, но потом, ну и жаба задушила, и вообще как бы, ну, уже надоело, да. И ты начинаешь сам влиять, видите, влиять, просто влиять, как бы управлять. Кстати, по поводу управленцев, чтобы не забыть вам, ну пока не пришли, немножко чуть в сторону, но просто вдруг забуду. Очень интересный момент. Есть такой бизнесмен Рыбаков, может быть, слышали, он очень активно себя продвигает в сети. Ну, такой модерновый, ну, в России. Ну, кто вот в России следит, да, наверное, знает. Рыбаков такой. Дело в том, что когда была укализация, он сказал четко, у меня все, у него производство, там работники, он сказал, никаких, все под одну гребеночку, давайте, ребята. То есть все было жестко. Ну, может быть, на самом деле можно было, да, но так он как бы непоколебимо. А вы знаете, посмотрите его последние выпуски. Он уже смеется над этим, над тем, что так много патологий, огромное количество зафиксировано и признано, и в том числе по России, патологии за счет этой укализации. И он тут же говорит, что, ну вот видите, ребята, как с нами поступают, что вот, то есть он даже не помнит, что он делал там, да, поразительно. Это просто поразительно. То есть я вот так вот смотрел, бизнесмен. То есть
Я вообще, как с ним можно вести дела? Ну хорошо, да, он крутой, я не знаю. Это все равно, что вы позвоните к нам в магазин, придете, мы вам скажем, да, да, вот это средство, супер, а вы завтра придете, а вы зачем вообще это средство взяли? Да вы что, не понимали, что оно вас убивает? То есть, подождите, я же вчера у вас был. Да, что вы говорите, это было вчера. Ну, то есть вот вообще поразительно, поразительно, и мне и тогда было неприятно, конечно, ну, честно скажу, да, что такое отношение к работникам, мне, чтобы сказать, ребята, все по закону, все нормально, а там понятно, да, а тут было непоколебимое такое, а сейчас уже вот так. То есть, вот, ну извиняюсь, что я так отошел, вот, да, может Да, быть, ну, кому-то, у меня еще два вопроса небольших было. Ну да, я понял, что, во-первых, физически я перегрузился со специями, с экстрактами, у да, вас еще солеными. специи. Еще раз, я извиняюсь, что я Были, вас да. прерываю. Глеб, вы понимаете, что я, вот еще раз вам повторяю, я лук даже убрал. Лучок. Лук не ел я, а я его просто нарезал, чтобы он чуть-чуть побыл в соке арбуза. Я даже это убрал. Вы знаете, как я этого хочу? Я себя этого лишаю. Ну, или это я уж так, да, лишаю, ладно, я это. А у вас какие специи? Вы еще скажите, что у вас это перец красный, Нет, посленовые есть? Какие? этого уже нету, это уже просто не лезет, потому что последнее время мой организм стал, в принципе, не знаю, ну, отказываться от этого, потому что, ну, уже какая-то часть понимала, что, ну, все, хватит, давай уже притормаживаем. Вот. Ну и второй момент – это фоновая терапия. Я мог с ней хорошенечко так перегнуть, да? Смотря, подождите, а что у вас за фоновая терапия? У вас, То, я что понял, у вас присылал Дмитрий Худко. так я в свое время и перегнул, да. Там незаметно это происходит. Оно идет эффектом на такого лавинообразного накопления. Ну, а вы думаете, я не перегнул? Я к врачу пришел своему в конце марта, а уже 1 июня у меня уже кровь была в моче. Ну, я шел какими-то тоже, как можно было, то есть, да, перегнул, ну, а летом я уже 3 недели не вставал, например. Вот температура там была 35, что ли, какой-то мрак, и не надо, не надо, ну, то есть, как хотите, но я как раз все это и рассказываю, что не надо в это идти, как бы. Хорошо, давайте еще по Коон, вопросу. вот вопрос Коон Аква простой. Он же, Нормально, ну, не, это хорошо. это хорошо. Проблема в том, что вам Дима там записывал, скорее всего, то, что провоцирует. И вы знаете, я сейчас вообще особо сильно не применяю. Я опять вернулся больше к фитопрепаратам. Почему? Они работают понятнее, мягче, спокойнее, как ни странно. И потому что вот эти эксперименты, они могут как бы, ну, здесь не каждому это вот нужно. И видите, там идет такой долгий пролонгирующий эффект. То есть вы как бы запускаете процессы, и оно не остановить. Вот я же себя сколько тоже привожу в пример, что оно покатилось, я потом перестал. Я уже сейчас вам скажу, там в 17 году, когда у меня уже каждый месяц пища уходила, отбрасывалась там, то бананы, то минус авокадо, то все. Я уже ничего там не пил, я ничего уже так. Но уже как все запустилось, это невозможно было остановить. И, естественно, тело вышло на эти соки, потом эти соки начали работать как фитотерапия и не оставили меня, да. Это как бы вот, ну, даже само собой было. Так что для вас сейчас минеральная вода подсократите, как ни странно, поспокойнее. Сейчас посмотрите, как вот вы будете, да.
может быть, не больше литра. Мы, кстати, вот в основном пьют не больше литра. Второе, сама вода, ну вот я сосу соль, смотрите, все время, даже вот здесь, да, я сосу соль и пью. Я пью здесь много, потому что, ну, тут баня, но больше никто не пьет. И соль тут вообще, достать соль, это вот, ну, как бы, ну, да, в одном месте есть. Тут вообще в магазинах продуктовых нет соли, представляете? Вот. Поразительно. И Мгм. они поэтому, кстати, такие высохшие тут все. Ну ладно. Значит, соль сосем и пьем понемножечку вот столовую воду, да, значит, с обычной такой минерализацией столовой. Это мы делаем. Мне это тоже помогает. Оно не всегда сразу видно, но потом получше. Вы знаете, как это ни странно, ну, сейчас понятно, что вы уже совсем там, вам тяжело, но вообще, когда станет полегче, старайтесь поддерживать легкую физическую нагрузку. Я сам иначе ухожу в такой застой. То есть я сам тянусь, ходить. Вот я расхаживался, у меня когда кризы были наподобие вот сейчас вашего, но у меня с лихорадкой даже, да, там лихорадки нету, встаешь утром. Я ходил вокруг бассейна, просто ходить, немножко душ, то есть двигать лимфу и двигать вот дренаж как бы устраивать себе. Я вам больше скажу, вот у меня было в Таиланде, я вот так вот засыпаю прямо, не могу в себя прийти днем. На велосипед садишься, начинаешь крутить, и через несколько домов уже в себя приходишь. Да? Вот так это работает. Поэтому я и понимаю, что сейчас это немножко там не очень, но вот даже сейчас, когда будет у вас возможность, постарайтесь постоять на ногах, постоять, как Любовь Полищук перед смертью, постоять, посмотреть на деревья из окна. Ну, это я просто вспоминаю. Состояние, это состояние. Это не намеки. Ну вот, понимаете, даже она встала. Вот. То есть, ну вот, это важно. Это важно, потому что понятно, что сейчас вот этот и отек, и значит, что еще из такого? Да, какие-то, может быть, у вас остались вопросы? Сейчас я пока подумаю, что еще вот вам посоветовать. Сейчас уже нет на сей момент все. Здесь вот Филипп руку поднимал. Филипп что-то Он, там, да, переживал, да. значит, поэтому, Мгм. видимо, врачи стремятся вколоть белок, значит, но если они его вколют, то могут быть трагические последствия. Ну, ребята, еще раз повторяю, да, по поводу, все прекрасно знают, что вот эти альбуминовые капельницы, они крайне, они тяжелые, как они называют их, очень тяжелые. Ну, послушайте, это уже странно. Ну хорошо, врачи считают, что... Ну потому что в клетки сразу так аминокислоты войти не могут, да. Там слишком много будет нагрузка на кровь. Но... То есть в кишечнике оно как бы постепенно как будто заходит. Вот. Ну, здесь просто... Да, здесь можно много спорить. Это не совсем... Это вообще шутки, конечно, да, очень страшные, ну, не знаю, как тут стучаться. Я думаю, что Глеб не доведет. Филипп может не беспокоиться. Я думаю, что до белковых капельниц вы не доведете. Вы Не, сейчас... я ж сразу сказал, они пришли, когда там подписывают, я сказал, никаких мне капельниц не вставляйте, нельзя, я не даю согласия. Они сказали, хорошо, ничего не будет. То есть тут Да, никто никого не заставляет таких вещей делать, потому что это тут немножко понятно. другие как бы Ну, законы. сейчас Не так. скажите, да, а что по пищевому взаимодействию? Что-то подваренное, легкие какие-то вот... Вы чем-то себя Да. здесь отвлекаете? Да, есть? Ну, сейчас мама принесет, да, будем на пару там, Вот, на пару. вот. И банан я постоянно, Ага. банан постоянно, оливки, Оливки, водичка. водичка. И Тут-то нужно более такое блокирующее.
что-то такое легкое, но по типу, сейчас я придумаю, Ну, может быть, финики так, авокадо. тушеные, да нет, я бы уже взял бы на вашем месте какие-нибудь тушеные овощи, вот что-то такое Брокколи легкое. будет. Да. Потому что, ну, надо приостановить, как бы, надо при процессе, я вообще, как бы, ну, давайте честно, да, ну, когда, разве я вам не говорил, что в таких случаях мы уходим уходим на частичное, как бы, даже фруктоовощное можно оставить, но термически, как бы, все-таки приготовленное. Ну неужели я для вас это тоже не озвучивал? Я и Марии Битько тогда это заранее, там за 1,5 года до смерти уже сказал, все, заканчиваем, все, не надо. Мгм. А Да. вы, извиняюсь, вы как я, меня несло, я несло во всех смыслах, но как бы и я даже не успевал задаваться вопросами. Но в больнице я все-таки перестал ездить. То есть на самом сокоедении я уже скорые не вызывал. Сейчас будет 5 лет в ноябре, как вот столько сока. Да, ну, по сути, сейчас вот лето, все, вот это уже 5 лет. Но за Мгм. эти 5 лет я уже такого, то есть кризы были, но я из них выходил вот в домашних условиях. Вы здесь как Ясно. бы себя все-таки переоценили где-то. Переоценили, и ничего страшного во фруктоовощное взаимодействие с частично термической, как бы там нету. Вы же там как бы вы не сможете испортить сильно. Вот увидите, у вас все равно очищение будет превалировать. Оно даже не сильно упадет. Мы это проверяли. Точно, точно. Я вам больше скажу, у меня были случаи, человека идет очищение над загрязнением, а он, ну, как бы, никакой не... Ну, то есть он, ну, вроде ест все, как бы. Ну, конечно, он там не обжирается, ничего, видимо, ему вообще там не до еды, еще чего-то, но, ну, как бы, хорошо, кофе, там, булочка, еще что-то, да. Вы же поймите, что у некоторых завтрак это булочка, одно пирожное и кофе, все, и побежала. И до вечера там бегаешь. Да я сам таким был. И вечером бомж-пакет. То есть это же уже тогда я стал, так, мне, конечно, было все равно, но я смотрю, странно. Что-то я тут не вижу никакого построения себя из этой пищи и никакой энергетической зависимости. Ну, ладно. Еще какой-то, может быть, вопрос у вас остался, Глеб? Нет, пока все, уже хватит на сегодня, я думаю. Ну, конечно, да, хотелось бы, чтобы вы поскорее уже вышли из вот этого сценария, вот, потому что, конечно, это не очень все приятно. Давайте напоследок я все-таки еще гляну, что еще здесь касаемо вот этого блока. Но вы его еще пока вот не закрыли. То есть вы хотите, вы его оставили на потом, я так понимаю. У меня просто бывает на консультациях человек, мы только начинаем об этом говорить, а уже нет. Все. То есть человек подумал, все, ага, все, уже, то есть внимание туда дали. А вы как будто вот внимание туда пока не дали. Вы не дали, понимаете? Мгм. Вот обратите на это внимание, чтобы закрыть как гештальт этот. Дальше, если посмотреть просто, ну, почистить себя вы можете и сами, просто по сути, вот взять ваше токсическое состояние, вот оно, да, то есть токсическое состояние по крови есть прямо сейчас, да, там, например, канал печени. Ну, кстати, канал печени, меридиан, ну вот страшного я сейчас не вижу. Сейчас я почистим с вами. Дальше я просто покажу, что я тут делаю. Дальше канал почек. Да, вот тут отек. Вот, ну то есть, да, канал почек негатив. Точнее, канал мочевого пузыря, это мизинец на ноге, вот негатив. Поджелудочная, сейчас просмотрю просто канал поджелудочный. Страшного нету. Дальше канал сердца.
там и тонкий кишечник, нет, страшного нет. И канал G, толстый кишечник. Вот у вас где проблема-то. Это канал отвечает не только за сам толстый кишечник, а вообще за кишечник, за вот, то есть если там смотреть более подробно. Проблема сейчас уже не в печени, а то, что вот канал толстого кишечника токсичен, и по каналу мочевого пузыря, прежде всего, он так называется, он связан именно с выводом токсинов, да, вот, и печень. Так, еще раз смотрю, что мы поймали. G-канал, вот негатив. Почистите вот вместе со мной. Вот G-канал негатив. Надо это исправлять. Да, вот управление ваше. Я могу влиять. Да, вот как раз мы уперлись в этот ментальный блок. То есть вы очень много копаете всего, а по факту получается, что вам прямо вот вам это же все показывается. Ну, то есть, оно точнее, оно же, если это считывать, то есть вы очень много, вы больше, чем я, копаетесь во всем. А выглядит это все ужаснее даже, чем у меня, потому что я все-таки выползал. Я все-таки вот, ну вот настолько... Мне каждый день не надо было выходить, себя обслуживать, меня никто не помогал, меня никакая мама ничего не привозила. То есть, как бы, у меня были несколько дней, где я отлеживался полдня, чтобы потом пойти, но я шел потом и носил на себе, а это по 20 килограмм носишь всех этих фруктов, а что делать? Вот, то есть, вот я вас не упрекаю, но просто вот к тому, что вы сконцентрировали как бы слишком негатив, понимаете? Я его все-таки у меня он более получился степенный. У Лапшинова еще больше, да, степенно. Там, ну а кто-то вообще остановил все, там, как Зелевич. То есть тут ну, каждый по-своему идет, но вы смотрите, как вы, вот, да, и вам ситуация показывает, что вы где-то не просто перебдели, вы потеряли управление. Что такое попасть в больницу, к врачам? Это эгрегориальная зависимость. Это вы сдаваться поехали. Как Битько. Вот Мария Битько поехала сдаваться и не вернулась. Не потому что плохо или хорошо, то есть как бы это как она как будто расписалась. Все, я не способна. Не способна, уходим. Лучше образно говоря, здесь душа ищет лучший момент. Ага, лучше сейчас уже уйти. Пожалуйста. Вот, поэтому здесь хотелось бы, да, вас оставить еще раз смотрим G-канал, если почищу хотя бы это хотя бы не ваши программы, а вот чтобы какое-то облегчение у вас было. Потому что вам достаточно сейчас облегчения, и вы пойдете, как бы уже станете, окрепнете. Дальше. И какой еще канал нам не понравился? Мочевого, да, мочевого пузыря прежде всего. Но вот сейчас уже получше. Там, но этот канал мочевого пузыря идет чуть ли вот не отсюда по голове и спускается аж до этого, до пальцев ног. И идет до пальцев ног, Ну, с ногой, потому что у меня нога была зажата, я и ходить-то не мог тоже, что у меня сначала правая нога, ну, чуть ли не костыль бери. Сейчас левая нога вот так вот, недели 3 было, 4. И причем не растянуть, ничего, там другая причина, там не зажатости мышц. Я понимаю, да, вот еще раз, вы сконцентрировали сильно, потому что все то, что вы сейчас описываете, у меня все тоже было. Сейчас я не хромаю, ну, у меня ну, это все было достаточно недавно, не помню, года 3 назад, может быть, 2 уже. Я хромал каждый
У меня настолько застопорилось, спазмированы мышцы были, что это, ну, кстати, удивительно, что я ничего с этим даже не стал делать. Настолько это, я был не готов просто к этому. То есть, конечно, здесь нужно было это все прогревать, и это нужно... Здесь хорошо быть, конечно, в теплом климате, Да. промазывать, идти в сауну. Но я вот просто вот расхаживался, да, я честно скажу, я расхаживался, и днем уже было лучше, а с утра просто каменное. И то опухали ноги вот просто. Да и я, посмотрите мое еще раз, последний вебинар. Видно же, что я там переотекший просто. Переотекший. На встрече с Карловой. Я просто не мог сесть перед ней, как шарик. Вот. Вам плохо уже, да, Глеб, нет? Тяжело? Ну, в принципе, да, надо бы немножко отдохнуть. И